Впереди лагерь бандитов. Горит костер. Нужно аккуратно. Я не вижу ни одного, кто здесь есть. Похоже, что их тут нет. Да, они куда-то ушли. Да, здесь определенно никого нет. Это канал Soul Games, и мы продолжаем прохождение Medal Dynasty в новой версии релиз 1.0.06. Да, впереди был лагерь бандитов, но он оказался пустой. Но опять-таки, кто зажег костер? Костер не мог же гореть сам по себе. Бурдюк с водой. Это они мне оставили бурдюк с водой. А мешочки? А мешочки-то пустые. Что бы это значило? Ладно, в любом случае они когда-либо придут. Может быть, они где-то тут по лесу ходят. Может быть, грибы собирают, а может быть, ищут жертву. Но самое интересное, что этот лагерь находится совсем рядом с моим будущим поселением. С одной стороны, это хорошо, но с другой не очень. По крайней мере, потому что неизвестно, что в дальнейшем будущем нам приготовили разработчики. Возможно, они будут и нападать. Не могли же они делать их просто так, чтобы они были. Просто для лута, просто для интереса. Для интереса игры. Думаю, нет. Ну ладно, посмотрим. Значит, у меня по заданию главы 3. Доброе утро, мои соседи. Глава называется. Заголовок главы. А выполнить несколько квестов для соседей. Мне это просто необходимо, хотя бы потому, что необходимо повышать уровень династии. А уровень династии повышается, и повышается лимит построек. А мне лимит построек маловат. Мне нужно больше. Намного больше. Сейчас ночь. Смысла идти куда-либо, ну, я уже не вижу. Поэтому лучше всего пойти спать. Заодно спросить у жены, как насчет того, чтобы завести ребенка. У меня есть к вам просьба. Не могли бы вы отнести эти деньги? Нет? Вообще ладно. Как поживает наше маленькое королевство? Все идет гладко. Ну, конечно, мы с тобой вдвоем живем. Еды у нас много. Да, что-то меню пропало. Так. А у меня есть... Вот, стоп, я не туда искал. Я не там искал. Думаю, мы готовы завести ребенка. Как думаете вы? Давай приступим. Интересно. А как мы будем приступать? Это называется... Спали врозь, а дети были. Ну да ладно. Так, только один момент. Если она сейчас будет беременна, соответственно, она не может работать. И мясо носить она не будет. Ну, тогда придется что? Придется самому этим делом заниматься. Хотя, если она натаскает достаточное количество еды, то я думаю, нам хватит. Ведро с водой. Пить она не пьет. Почему-то. Ведро с водой. Капусты. Жареное мясо. Ну, достаточно. Беда в том, что это мясо портится. Вот это основная беда. Продуктов питания более чем достаточно, только их нужно употреблять как можно быстрее, поскольку они портятся. Да, портятся. Ладно, будем кушать скоропортящиеся продукты. Я не знаю, получится. О, кстати, сыр, как он быстро восполняет.
Да, еще проблема со здоровьем. Надо поискать широколистный подорожник. Жевать. И что? И идем в Гастове выполнять квесты, да? Да, вот они горят. Идем в Гастове. Спасибо всем, кто ставит лайки, тем, кто смотрит мои ролики, кого заинтересовал мой канал. Большое всем большущее спасибо. Озвучивайте, не стесняйтесь, пишите, что нравится, что не нравится, что бы хотели увидеть. А вот я хотел бы увидеть бандитов. Да, я хотел бы их увидеть. Где-то здесь был лагерь. Вот интересно, насколько часто они здесь появляются. То есть сегодня ночью я сюда заходил. Точнее, не сюда, а в другой. Левый лагерь. Горел костер, но лагерь был пустой. Вероятно, костер зажигается автоматически. Барсук, чей енот. А почему такая музыка? Потому что бежит кабан. Где ты, где ты, где ты? Слушай, друг, ну так не пойдет. Так не пойдет. Ну это я просто был медлительный. Угу. Это из оперы «Спали врозь, но дети были». Возвращаемся в Гастовию для выполнения задания. Кстати, бревна. Бревна лежат и меня ждут. Выполняем квесты. Квесты для соседей. Повышаем уровень династии. Пойдем, наверное, вдоль реки. Посмотрим бочки. Ну да, опять-таки гниль. Так, а если ее опорожнить? Ну, точнее, забрать содержимое. Будет это как-то влиять? Два задания. Это сейчас замучит меня бегать по всей долине. Скорее всего, так и будет. Камень. Вот
Вот не знаю, на мой взгляд, было бы интереснее, если проработали бы, усовершенствовали бандитов, чтобы они имели возможность нападать, хотя бы изредка. Вот. А в самой деревне взять, допустим, должность, допустим, ну, сторожей каких-то там, охранников, лучников, допустим, парочку. Опять-таки это превратилось бы уже совсем в другую игру. Ну а с другой стороны, ну, сделайте расширенные настройки, чтобы можно было менять это в процессе игры. Допустим, отключить бандитов, включить бандитов, как сейчас есть. Добавить функцию такую-то, допустим, нападение на деревню, не нападение. Да, там вот такое, галочку поставил, галочку снял. Ну, к примеру. А было бы интересней. Вот я так думаю, ко мне у каждого свое мнение, свои предпочтения. Так, Гастовия. Нужно искать людей с заданиями. Вот как раз тут два товарища где-то ходят, которым чего-нибудь от меня надо. Мне это утомляет. Как долго вы можете делать одно и то же в своей жизни, снова и снова? Но моей семье нужна помощь, и я изо всех сил пытаюсь ее обеспечить. Я не хотел вас обидеть, извините. Вам не нужно извиняться, я в последнее время немного раздражен и вспыльчив. Есть деликатный вопрос, который не позволяет мне сосредоточиться на работе. Что это за Элвин? Может быть, я могу вам помочь чем-нибудь? Это может оказаться мелочным, но я очень устал от конфликта моей матери с Ярогневой. Ее сын Далибор не оставит мою сестренку Ольгу в покое. Я так понимаю, для него это просто игра. В конце концов, когда я был в ее возрасте, я играл с Добромирой, его старшей сестрой. Я притворялся рыцарем, вооруженным палкой вместо меча. Но все равно мне удавалось защитить ее честь. В любом случае, давайте спустимся на землю. Я думаю, ему нужно что-то, кто займет его и заставит его держаться подальше от моей сестры. Чтобы вы снова могли работать с ясным умом, да? Было бы действительно хорошо. Я посмотрю, что я могу сделать. Так, история Алвина. А что мне нужно сделать? Так, дневник. История Алвина. А у Алвина проблема с маленьким Далибором, сыном его соседа. Ребенку нужно найти какие-то интересные занятия для того, чтобы перестать приставать к Ольге. Элвин упомянул, что в его возрасте он притворялся рыцарем, защитником дам и с палочным мечом. Может, это решит проблему? Ну, значит, нужно будет доставить Далибор ветку. Ветка у меня есть. Ищем Далибора. Ну, это, вероятно, маленький пацаненок. Да. Где его искать? А где его искать? Может, он где-то здесь? Явно его здесь нет, но здесь есть. Ой, какая ты страшная. Пацаненок. А ты не он? Он не ты? Ты не он? Далибор. Иди сюда. Здравствуйте, мистер. Спускайся, малыш. Мне нужно бежать. Береги себя. Чем могу вам помочь, мистер? Почему ты не хочешь со мной говорить? Он не хочет со мной говорить. Он мне нужен, а я не могу с ним говорить. И не так, и не так. И не так, и не так. Интересное дело. Малыш, ну давай походи, я снова к тебе подойду. Что-то как-то странно, непонятно. Далибор. Далибор. Спускайся, малыш. Спускайся.
Что-то он не хочет со мной разговаривать. Так, смотрим дальше. Что-то не то. Что-то не то. История Алвина. Доставить Далибор, ветка, 1 штука. А, может быть мне нужно взять ветку? Тогда он со мной будет разговаривать? Что он без ветки не разговаривает? Здравствуйте, вы Далибор, верно? Ну да, все правильно. Вы выглядите очень сильным для своего возраста. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы стать рыцарем? Да? Нет. Но я знаю, о них довольно много. Знаете ли вы, что многие из них начали учиться сражаться деревянным мечом уже в вашем возрасте? Это моя мечта, а вы рыцарь? Так уж получилось, что у меня все с собой, и я могу отдать вам его. А потом, как вы явно достойны, потому как вы явно достойны этого. Мне же не взять такой меч, не рыцарь. Может быть, она и невзрачна, но это, без сомнения, превосходное тренировочное оружие для начинающего рыцаря. Даем ему ветку. Для меня это большая честь. Чтобы удивить своих противников, а знаете ли вы, чем еще рыцари занимаются помимо сражений? Это немного смахивает на обыкновенную палку. Они катаются на лошадях? Это тоже, но больше всего они защищают женщин и детей от опасности и следят за ними, чтобы им не причиняли вред. Правда? Похоже, много работы. Да, это самый главный принцип рыцарства. Пожалуйста, молодой хозяин, пожалуйста. Все в порядке, спасибо за меч, не рыцарь. Теперь я буду защищать нуждающихся. Да, значит, мы отдали ветку, и, вероятно, нужно идти обратно к тому товарищу, у которого проблемы были с этим пацаненком. И где? Такие гидеты. Так, а что там у нас? Что там у нас? Поговорить с Элвином. Обратно, да? Где искать этого Элвина? Элвин, ты не Элвин? Ты не Элвин. А ты куда ушел? Товарищ Элвин. Куда же ты ушел? А ты не он? А, вот он, Элвин, да. Я решил вашу проблему с Далибором. Привет. Да, я видел, как он бегает по деревне с палкой. У вас должен быть удивительный дар убеждения. Этот парнишка никого не слушает. Вы дали мне идею с этой палкой и рассказом о рыцаре. Кстати, этот хлеб я получил от Добромиры в качестве извинения за поведение ее брата. Но я думаю, что вы это заслужили. Вот, возьмите. Спасибо. Без проблем, это самый изысканный хлеб, который вы когда-либо ели. Жена нашего Кастельяна готовит его в местной таверне. О, вы случайно не знаете главного человека Юнигоста? Нет, не совсем. Я провожу большую часть времени в поле, и наши пути пересекаются только тогда, когда приходит время платить налоги. Ладно, до скорой встречи. О, хорошо, значит, получается, история Алвина у нас выполнена. Выполнить несколько квестов для соседей. А почему там до сих пор отображается 1 из 3? Может быть, 1 у меня остался? Да, вот, кстати, по правому борту у меня тут есть человек, которому нужно выполнить задание. Ох, как тут шумно. Могу ли вам чем-нибудь помочь? Я потерял свое ведро для дойки. Не могли бы вы принести мне еще одно? Да, могу. Нет ведра. Мне нужно найти где-то ведро. И где мне найти ведро? Что, пойти его купить? А кто продает ведро? Ну вот я знаю, что у меня дома точно есть ведро. Точно есть ведро, но... Ну это что, домой бежать, что ли? И не пойдет. Драгомира.
Ничего не продает. А у это есть какое-нибудь ведро? Покажи мне свои товары. Может, у нее есть ведро? Ведро. Ведра у нее нету. До свидания. Ну, не хотелось бы воровать, конечно. Где-то тут я видел ведро. Где-то я видел ведро. Ведро сделать я не могу. Ведро я могу купить. Ну, в принципе, вот рядышком есть деревенька. Может быть, попытаться там что-нибудь поискать это ведро несчастное. Пойдем искать ведро. Я одну не пойму. Я выполнил один квест, а у меня также висит 1/3. Это непонятно, 3 это выполненные? Да нет. Выполнить несколько квестов для соседей. Может, я не тем соседям выполняю квесты вообще? А что у меня с репутацией династии? Да, до сих пор у меня еще 3-5. Пойдем искать ведра по еде. Что по еде? Лепешку мне дали. Ну, съем лепешку, чё ж. Чё ж мне съесть лепешку-то? Мне нужно купить ведро. Или найти. Возможно, где-то по карте оно и есть-то. А вообще, на мой взгляд, как мне кажется, все эти квесты... А вот ведро. Милена, пойди погуляй, мне ведро нужно тут. Не хочет она гулять. Так, а вот это у нас не мастерская случаем. А это мастерская. И, вероятно, я здесь могу купить ведро, да, здесь похоже. Так я его не куплю. Но неужели придется воровать ведро? Но это не серьезно. Кто мне может продать ведро? Люди, продайте мне ведро. Оно мне нужно. Кто мне продаст ведро? Мука, монета. Дверь открыта. А вот еще ведро. Опять это лупоглазая. У тебя вряд ли будет ведро. Навоз, пирог, корм, яйцо. Нет, это не то. Ну не ворвать же мне это ведро. И частное. Попробовать, что ли? Ай, репутация минус 15. Да что ж ты будешь делать? Ладно, бог с ним. Знание о краже появилось, что-то там, да? Минус 15, да, получить репутацию 12, и тут же минус 15
Так вот, о чем я говорил. О том, что выполнение вот таких побочных квестов, наверное, лучше выполнять, когда уже более развито поселение, опыт, навыки. То есть я могу пойти просто к себе в деревню и просто тупо сделать это ведро. А теперь мне приходится его искать где-то, где его купить, либо украсть, как я только что сделал. Поэтому, наверное, я сейчас продолжу основную ветку сюжета. Где это? Кому мне нужно отдать? Кому отдать? Ведро, кто мне просил? Этот с коровами. Да. Сейчас что скажет, что ты украл это ведро, мне такое не нужно. Вот что самое интересное, он меня спрашивал за ведро, и у него самого на продаже есть ведро. Салимбор. В чем дело? Может ему пустое ведро нужно? Да, есть пустое ведро. Так. Отличное ведро, благодарю. Да без проблем. Ага, значит, мне еще один квест нужно какой-то выполнить. Задание что у меня разблокировано? Навыки деревотехнологий. Дровяной сарай. Ну, собственно, да. Простой дом разблокирован. Или мне показалось? Нет. Но он уже скоро откроется. Да, мне открылась дровяной сарай. Дровяной сарай. Ну, это да, это хорошо. Это я и планировал это. Так, по строительству также осталось. Надо найти еще кого-то. Кому нужна моя помощь? Ладно, вероятно, оно появится. Нельзя забывать о поддержке хорошей репутации. Это надо понятно. Удачный флирт. Выполните несколько квестов для соседей. Еще один квест. Ну, нету квестов. Нету, к сожалению, квестов. Я не вижу, может потом появится. Наверное, пора идти домой. Да, к сожалению, пришлось украсть ведро. Хотя можно было бы это же ведро у него купить, вылить воду, либо выпить, и решение проблем. Ну, потерял бы монеты, но зато репутация осталась бы целая. Ну да ладно. Нужно попробовать, как можно ли сейчас апгрейдить дома. Это надо просто проверить. То есть сделать либо бревенчатый дом из плетеного, либо каменный. Если такая возможность будет, ну, просто хорошо. Будет шикарно. Телега. Что у нас здесь? Ничего нету. Скорее всего, там что-то появится в следующем сезоне. Если вот эти все товары, весь этот лут появляется так же, как, допустим, ветки, собранные в одном месте, и он появляется на следующий сезон, то, вероятно, также обновляются и ресурсы во всех этих местах. Проверить. Да, здесь бандитов я выбил, скажем так. И больше их нет. Да. Но что самое интересное, здесь никого нет в течение дня.
Вот тебе, пожалуйста, было ведро. Ёлы-палы. Ну ладно, пригодится. А чё, лавочку никак нельзя взять? Так, дрова. Вот дрова нужны. Дрова и заглянуть за водой. Для этого ведро нужно взять. И набрать водички. И ведро воды отнести, положить в житнице. Это мне так кажется, что жена просто беременная. Чему-то. Дрова. Передать стопкой. Кружку. Корзинку. Ага, 2 покрывала. Можно жене и подарок сделать. Так, романтика. У меня есть для тебя кое-что. Покрывало. Подарить подарок. Настроение 14, симпатия 100, возраст 20. Вообще ладно. Так, спать. Спать еще рано. И надо посмотреть. Я так понял, что жена уже сейчас не работает. Охотник, статус. А что это такое? А, вот это они так сделали, типа беременная. Интересно. Охота. Охота, охотничий домик. Подробнее. Охотник, статус, беременная. Ага, значит, она у нас мясо не носит. Мясо не носит.